О, то, что нужно. Сейчас заглуши. Тебе нужно сгладить это, Джастин. Окей. У меня кое-что есть для вас. Вот вопрос, о котором я уже несколько времени думаю. Что это вообще такое, когда кто-то говорит, что я в культе? Из-за того, что я верю, что King James Bible — это Слово Божье. Ага, в этом дело. Но добро пожаловать в клуб. Это должно было когда-то произойти. Но подумай об этом, Джастин. Они называют тебя, говорят, что ты в культе. Потому что ты веришь, что есть совершенная Библия на этой земле. Позволь спросить тебя, человек, который говорил, что ты в культе, они верят, что спасение по благодати? Да. Они верят, что Иисус Христос родился от девственницы? Да. Верят, что Он был безгрешен, Бог во плоти? Да. Они верят, что Он был распят и что Он воскрес на третий день? Да. О, получается, что они верят во все то же, во что верим и мы. Если все это поместить на листок бумаги и проверять, да или нет, то все пункты в этом списке будут совпадать, кроме одного. И этот пункт, что у Бога есть совершенная книга на земле. И факт в том, если ты спросишь их, есть ли на земле совершенная Библия, они скажут, да, есть. Попроси их показать ее тебе, положить ее в твои руки, и внезапно она испаряется, ее не существует. И это беспокоит их, что мы говорим, есть совершенная Библия, и можем взять ее в руки. Потому они пытаются нас назвать культом, вытеснить нас и снять с себя давление. Я понимаю, да. Можешь мне передать воздушный фильтр? Да, конечно. Джастин, я собираюсь посетить проповедника сегодня после обеда. Не хотел бы поехать со мной? Мы запрыгнем в эту штуку и поедем встретимся с ним. И я бы хотел, чтобы ты получил ответы на свои вопросы от него, по большей части потому, что... Конечно, могу ответить на твои вопросы, но ответ на вопрос лучше получать из более чем одного места, потому что в культе всегда есть один гуру, который отвечает на все вопросы. И я бы не хотел быть таким гуру для тебя. Я бы хотел, чтобы ты послушал, что скажет пастырь. Мы сюда запрыгиваем, и ты узнаешь от него. Хорошо, договорились. Привет, проповедник. Рад встрече, брат Гиб. Да, я тоже рад. Послушай, это мой друг Джастин. Пастырь, познакомьтесь, рад встрече, да, рад встрече. Он уже 30 лет пастырь, построил несколько зданий на церковном участке. У него хорошая, успешная церковь. Джастин занимается вопросом, есть ли у Бога совершенная книга Библия. И так как на самом деле он верит, что у Бога такая книга есть, и теперь ему говорят, что он в культе, ага. Я бы хотел, чтобы он послушал кого-то еще, чью-то точку зрения. Я думаю, это будет очень хорошо. Я думаю, ты бы мог ответить на некоторые его вопросы. Если есть пару минут, давайте начнем. Итак, тебя обвиняют, что ты член культа. Да, сэр. Это старая тактика, записанная в книге. Так сказать, когда камни кидают. И в основном она используется, когда у людей нету сильных аргументов. Она используется, чтобы запугать тебя, сбить с пути, чтобы ты начал бояться. Я думаю, ты замечал, как в мире политики попадают в неловкое положение. Оппонент политика может назвать расистом. Эта тактика довольно хорошо работает в мире. Здесь, в районе Бойзи, Айдахо, мы в стране мормонов. Одной из принципиальных характеристик культа является непомерное восхищение человеком. В случае с мормонами это Джозеф Смит. Также спасение может быть только в этой организации. Ты должен присоединиться к нашей церкви, к нашей системе, чтобы быть спасенным. И, пожалуй, более чем что-либо подходит к нашей беседе, это идея множества окончательных авторитетов. Когда миссионер-мормон подходит к твоей двери, то говорит с тобой о Библии. И говорит он, что верит Библии. Но в реальности это лишь уловка. В реальности он хочет привлечь тебя к книге мормонов. Таким образом, у них двойной авторитет. Знаком ли ты с периодом в истории церкви, который называется «Темные века»? Да, конечно. В те времена Римо-католическая церковь в Европе запугивала реформаторов, называя их лютеранами, имея в виду, что ты последователь Мартина Лютера. Другими словами, они говорили, что если ты откололся от католической церкви, чтобы стать реформатором, ты очутился в культе. То же самое они проделывали с Джоном Кальвином. Таковых называли кальвинистами. А кто же на самом деле в культе? Посмотри, как католическая церковь благоговеет перед папой. Она называет его наместником Христа. Да, чья бы корова мычала. Джастин, а те, которые обвиняют тебя, что ты в культе, они сами верят в Библию, так как мы верим, библейские верующие, другими словами, то есть, что в ней нет ошибок, или они предполагают, что в ней есть ошибки.
Они говорят, что некоторые ошибки есть. Хорошо. Остановись на секундочку и подумай. Они говорят, что ты в культе, потому что веришь в окончательный авторитет в виде совершенной книги. Но эта книга будет их судить. Как изучающие Слово Божие, мы подчиняемся совершенной книге. Когда кто-то говорит, что там есть ошибки, этим они подразумевают, что они знают, какие это ошибки. И, соответственно, как исправить, они почти ставят себя на место Божьего Слова. Подумай вот о чем. Когда ты приходишь к своему финальному заключению, то ты пришел к нему, потому что был привлекаем истиной? Или ты пришел к этому, потому что кто-то кем-то тебя назвал? Именно это в точности и происходит. Ты не веришь в то, во что они хотели бы, чтобы ты верил, поэтому они тебя кем-то называют. Знаешь, когда я и пастырь были студентами колледжа, это было в разные годы. И у каждого из нас была какая-то критика какого-то учебного заведения или человека. Но когда я закончил колледж, и когда он закончил колледж, то президент колледжа говорил, что когда вы отсюда уйдете, вы возьмете свой авторитет в своей руке. Он говорил о Библии. Вам не нужен буду я, вам не нужна будет школа. Как ты думаешь, сколько сейчас найдется колледжей, которые смелы так же, чтобы такое сказать студентам? Поэтому, Джастин, когда я проповедую с кафедры в баптистской церкви «Драгоценная долина», я говорю людям, что мой авторитет таков, какова сама Библия. Поэтому, когда я совпадаю с Библией, то у меня есть авторитет. Когда я выхожу за пределы Библии, то я людям говорю, что они даже не должны мне верить. И что когда они идут домой, они берут Божий авторитет с собой. Они везут его с собой в своем транспорте. Они кладут его на свой кофейный столик, и следующим утром у них может быть чтение Библии. Они от меня не зависят, потому что я знаю греческий или еврейский, и я как-то их убедил, что у них не может быть совершенного Божьего Слова на их языке. И поэтому им нужно подходить ко мне, чтобы понять духовные иероглифы. Смотри, в нашей церкви и в среде библейских верующих мы хотим, чтобы у людей был авторитет Божий прямо с ними, потому что сам Бог так хочет. Мы немного говорили об истории церкви. Одна из величайших вещей протестантской реформации была не только оправдание верой, но и священство всех верующих. В то время казалось, что большинство людей в Европе верило, что истиной обладал только священник и церковь, а простые люди не только не могли иметь Божье Слово, но и что только священник был наделен правом обладать Словом Божьим. И если мы к этому вернемся, то где окажемся? Где окажутся люди? Если они будут убеждены, что у них в Библии есть ошибки, и что я должен исправлять эти ошибки для них, то кто в действительности тогда руководит культом?